Этот дед в отставку никогда не уйдет. И вообще, как можно уйти, если больше четверти века сидишь на троне? Так говорят про президента Казахстана в 2019 году. Или в 1981 так говорили про президента Финляндии. И, конечно, точно так же сейчас говорят про Путина. Страны очень разные. А вот деды бывают похожи. Стареют, бронзовеют, глупеют. Но некоторые все же решают уйти. В этом выпуске поговорим о главах государств, которые десятилетиями правили, и все у них было схвачено, а потом что-то щелкнуло, и они перестали держаться за власть. Что это было? И, конечно, что должно щелкнуть у Путина? Я устал. Я ухожу. Нурсултан Назарбаев. Конечно, 30 лет у власти такой крупной страны, крупнейшей экономики Центральной Азии, конечно, это внутренне абсолютно трансформирует человека. Урхо Кекконен, бессменный, начиная с 1956 года, президент Финляндской республики. Мне кажется, со временем он все больше привыкал к мысли, что останется президентом до самой смерти. Когда в 1970-м он основал свой архив, он назвал его просто «Архив президента республики», без имени. Хотя это был его архив. Но, похоже, он уже не мог представить, что на этом месте может оказаться кто-то другой. Культ личности хорошо знаком обоим ближайшим соседям России. У финнов это включало, например, отреставрированную избу, где родился будущий президент. Музей открыли к 66-летию Кекконена. К 80-летию его именем назвали столичную улицу. При жизни Назарбаеву поставлены 8 памятников. Музеев и учебных заведений имени Назарбаева, конечно, тоже хватало. Вообще, в смысле культа, Путину еще расти и расти. Деньги с портретом любимого руководителя выпускали и финны, и казахстанцы. В России до сих пор нету. Интересно, какой будет дизайн, если доживет? Подхалимаш – это установка прижизненных памятников, переименование объектов, там появление целой сети Назарбаев университетов, лицеев, колледжей и так далее. В этом отношении в Казахстане с этим сейчас, к сожалению, ничего поделать невозможно. Лидер нации, видимо, во время своего хаджа в Мекку просил отнюдь не благоденствия для страны, а скорейшего изобретения эликсира молодости для себя, любимого. Те, кто знают его хорошо, говорят, из-за Орды президент уйдет только ногами вперед. Акорда – это резиденция главы Казахстана. Назарбаеву же еще придумали титул Ельбасы – лидер нации. Уступайте места! На это в России на первомайской монстрации однажды ответили: «Наш Ельбасы – Елбасей вашего». Населению нашей многонациональной республики предстоит 1 декабря впервые в своей истории избрать всенародного президента Казахстана. По казахстанской конституции максимум президентских сроков был 2. Но Назарбаев избирался главой государства 5 раз. Кекконен, 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 Кекконен. Кекконена избрали трижды. Потом просто продлили полномочия. А в 4-й раз он шел кандидатом сразу от 4 главных политических партий. Такой отец народа. Он никак не мог решить, когда именно уходить. И, конечно, он все время опасался, что следующий президент окажется слабее его. Особенно в отношениях с Советским Союзом. В его партии главным кандидатом на смену был Ахти Карьялайнен, которого знали как человека очень просоветского. И, кроме того, алкоголика. Неожиданная параллель с Россией насчет преемника алкоголика. Никита Сергеевич Рушов. Вот этот несостоявшийся президент рядом с Хрущевым, справа в очках. У него случалось и вождение в нетрезвом виде, и приход пьяным на дипломатическую встречу, но соцсетей тогда не было, и публично он не матерился. В 1978-м, когда Кекконена избрали в последний раз, он, по-хорошему, уже не должен был идти на новый срок. Ему было 78, у него уже были серьезные проблемы с головой и вообще со здоровьем. Наверное, это и был тот момент, когда надо было уходить. Лучше всего, конечно, было бы уйти сразу после завершения легитимного
срока пребывания у власти, то есть 2 срока изначально после того, как он избрался в первый раз. Тогда можно было бы говорить о том, что к сегодняшнему моменту мы бы, возможно, видели нормальный существующий демократический режим. Второй срок Назарбаева истек в январе 2006-го, когда им было 65 лет, но потребовалось дожить до 78, чтобы принять то самое решение. Возраст – самое главное. Во-вторых, причина была в том, что Назарбаев наблюдал за тем, что происходит в других странах, в первую очередь, что происходило в Узбекистане с 2016 года, и не хотел повторения того же самого для себя и для своей семьи. Нурсултан Назарбаев не просто для Ислама Каримова образец безукоризненного вкуса, но и ближайший стратегический партнер. Каримова и Назарбаева в советское время с разницей в один день Москва назначила главами республиканских коммунистических партий. Потом они одновременно стали президентами соседних стран, также мухлевали со сроками и перевыборами. Каримов был на 2 года старше, дотянул до 78 и умер на посту. Эта съемка за 4,5 месяца до его смерти. С родней покойного новая власть не церемонилась. Смерть Каримова при исполнении обязанностей для него была такой, скорее, личной несколько трагедией, его шокирующей по данным некоторых людей, которые близки с ним. И после этого он начал активно думать про транзит контролируемый, который он может провести, пока он жив. Рады приветствовать вас на гостеприимной белорусской земле. Оружие, наркотики везете? Нет, что вы. Правильно. Оружие у нас у самих завались. А главный наркотик тут я сам. Народ моей дурью 6-й год мается и хочет еще. У Путина такой ближайший коллега сейчас, вероятно, Лукашенко, который в 1994 году шел на выборы президента Беларуси под лозунгом «Эра 70-летних правителей завершается». Молодость моя. Награжден Лукашенко Александр Григорьевич. В 2024 году 72-летний Владимир Владимирович поздравил с днем рождения 70-летнего Александра Григорьевича, сказав, что их товарищеские отношения прошли проверку временем. Один дед наградил другого самым высоким российским орденом – Андрея Первозванного. Мы наград своей страны не имеем, потому что по Конституции сами получаем эти награды. На территории бывшего СССР был еще один пример, в моменте даже более шокирующий, чем смерть Каримова на посту. В Азербайджане Гейдар Алиев, многолетний глава Советской Республики, стал президентом независимой страны в 70 лет. Когда ему было как раз 78, про очередные выборы он предупреждал оппонентов: им придется иметь дело со мной. Но за несколько недель до его 80-летия случится такой эпизод в прямом эфире. Гейдар Алиев падает, встает и опять падает, и опять встает. Алиев все равно зарегистрировался кандидатом в президенты. Предвыборную кампанию провел заочно из американской клиники. Оппозиция спекулировала, что он в коме. За 2 недели до выборов снял кандидатуру в пользу сына, сославшись на некоторые проблемы со здоровьем, и умер от сердечной недостаточности в том же году в возрасте 80 лет. У 81-летнего Кекканена был распространенный артериосклероз, провалы в памяти. У финнов тоже есть традиция новогоднего обращения, и когда президент выступал с ним в последний раз, выглядело уже совсем жалко. У него просто резко сдало здоровье. И, по-моему, это решение уже не он сам принимал. Да, в документе стоит его подпись, но подпись очень плохая. Решение приняли врачи. Они сказали, что дальше он уже не может оставаться президентом. Кекканен не спорил, но заявление об отставке со ссылкой на здоровье не зачитывал. Текст прозвучал в теленовостях. Құрметті қазақстандықтар, отандастар. Назарбаев, оставляя пост президента, не сказал, почему уходит. Еще и потому, что он оставался тем самым Елбасы, лидером нации, и главой Совета Безопасности. Я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента Республики Казахстан. Главное изменение после его ухода было в том, что изменили Конституцию. Теперь один человек может занимать пост президента только 2 срока. 6 лет плюс еще 6 лет, а не 4 срока, как было у Кекканена.
Потрясений не было, страна, особенно после развала СССР, стала двигаться в сторону Европы. Кекконен, угасая, прожил в отставке еще 5 лет. Сроки Назарбаева, дай бог ему здоровья, тоже остались в прошлом. Раньше можно было 2 раза по 5 лет, ну или больше, если захотеть, а теперь разрешено только 1 раз 7 лет. Система, которая и раньше была достаточно персоналистской и авторитарной, она остается такой же. И это, собственно, и является ядром казахстанского политического режима, и в этом плане наследие Назарбаева осталось. Но если абстрагироваться и посмотреть на транзит власти не глазами другого автократа, который вечно откладывает этот процесс и боится его, и не хочет в него вступать, потому что там много неизвестности, а посмотреть на транзит власти в Казахстане трезвым взглядом, объективным и не эмоционально привязанным к каким-нибудь автократам по миру, то можно сказать, что это в целом удачный транзит власти для самого уходящего, для Назарбаева. Он жив, он даже сохранил какие-то свои активы. Не все активы у него отобраны. Все его родственники, за исключением редких примеров, на свободе. И они тоже в целом сохранили свои активы и свою привилегированную, роскошную жизнь. Если все же поговорить про того самого автократа, который вечно откладывает этот процесс и боится его. В конце 2010-х было много разговоров, что Путин может поступить как Назарбаев, уйдя с поста президента, но став неким главой Совета Безопасности. Но в 2022-м Назарбаев лишился этих страховочных позиций, когда казахстанцы показали, в том числе Путину, что не все решается в кабинетах. Уличные беспорядки, снос памятников под крики «Старик, уходи», официальная отмена Елбасы, такое не забывается и, наверное, очень пугает. Может, поэтому в России не ставят памятники первым лицам, знают, что потом снесут. Я думаю, Владимир Путин будет главой российского государства до биологического конца. Не думая о секундах свысока, наступит время, сам поймешь, наверное. По-моему, он будет держаться, если сможет. Чтобы заставить его уйти, должно произойти что-то действительно очень серьезное. Мгновение. С другой стороны, посмотрим на нашу новейшую историю. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Президент Горбачев ушел в отставку. Президент Ельцин ушел в отставку. Я ухожу. Президент Медведев отказался от 2-го срока, фактически ушел в отставку. Наша Россия, она должна принадлежать свободным, порядочным и ответственным людям. Дорогие друзья, сегодня мы с вами собрались, чтобы вместе определить планы на будущее. Отставки первых лиц, товарищи, это наша традиция, это наша скрепа. Верховная власть в стране передается самым демократическим, самым простым образом, по воле народа. Делитесь этим видео, подписывайтесь, раз досмотрели, ставьте лайки и напишите о своих ощущениях. Давайте обсудим, как закончится путинское правление. До 78 лет, может быть, нужно дожить.